Вам знакомо это ощущение, когда вы боитесь проспать? Тем более, когда у вас для сна не так много времени. Я уснул где-то в 3, а проснулся в 4. Так было нужно. Хорошо, что есть подобные часы, которые вибрируют так, как будто бы тебе руку оторвет. Всегда, наверное, легче вставать, когда тебе не нужно до работы. Господи, что происходит? Снег. Ну вот, совсем другое дело. Да, почти Снега Яндекс нет, недорого, уважаемый. зато есть солнце. Мы в своем познании настолько преисполнились финансово, что заселяемся минимум в Редисон. Да. Шучу. Просто поблизости не находится, а там банкомат Сбербанка. Надо снять наличку, чтобы депозит вести. Но эти люди, наверное, тоже снимают наличку. Только покрупнее. У меня была такая предыстория. Прежде чем сюда приехать, я, естественно, заранее забронировал апартаменты. Ну, там для одного человека 25 квадратов нормальный. В том месте, где ранее мы уже когда-то снимали апартаменты. Тогда это место показалось себе с лучшей стороны. Буквально до пляжа, там 2 минуты пешком. И заведение Аркадия Новикова вдоль линии пляжа. Все классно. А тут мне позвонили и говорят: знаете, те апартаменты, которые вы снимали, их продали. И на мой вопрос, а где же я буду жить, мне сказали, что мы предоставим вам другие, гораздо больше. И эти апартаменты 40 квадратных метров с отдельной комнатой, с отдельной кухней, с такими классными окнами. Ну вот, классно же, когда все сходится. Лежишь дома, ну как дома, в апартаментах, и стараешься ни о чем не думать, но потом сквозь окна видишь по стенам красивые блики. Выхожу на лоджию и вижу это. Тут без слов, я просто советую вам слушать и смотреть. Хоть и непродолжительное время. Так, на часах раннее утро. Приятное голубое небо над головой. И вроде бы спать, но можно сказать, что
том числе ради этого момента я сюда и приехал. Надеюсь, его получится застать. Тот самый момент. Это рассвет на море. Солнце, конечно, не видно в полной мере, было бы гораздо красивее, если бы оно вставало где-нибудь там, из-за горизонта, но локация пока такова, что есть, то есть. И цвета довольно-таки красивые, согласитесь. Я думал, что здесь никого не будет, если честно. А тут сидят люди, кто-то рыбачит, кто-то занимается пробежкой. Замечательно. Мне сегодня исполнился 41 год. Господи. Я такой уже взрослый. Но не повзрослевший. Еще совсем недавно я бы переживал по этому поводу. А сейчас понимаю, что это нормально. Быть взрослым, но не повзрослевшим. Ведь у нас так много всего в обществе, что и без того давит. А тут еще нужно быть взрослым. Зачем? К чему нам взрослеть? Чтобы вовремя оплачивать счета по коммуналке. Не подумайте, я не обесцениваю взрослую жизнь. Просто жизнь становится сложнее, мир становится сложнее. Да, это, возможно, из разряда философских каких-то рассуждений и размышлений о том, где нет каких-либо ответов. Ну, как приятно просто не думать ни о чем и просто смотреть в сторону рассвета. Неважно, где будет этот восход. В Москве, в Сириусе, в Южной Корее, а может где-то еще. Главное просто быть в моменте, в дружбе с самим собой. С днем рождения меня!
сейчас момент тишины, необходимости побыть в тишине, он более актуален, чем никогда. Не потому, что я страдаю, либо что-то плохо. Нет. Просто такое бывает, когда ты сознательно выбираешь период наименьшей активности и просто позволяешь себе быть отставший от себя. Или как правильно сказать? В общем, не мучить себя различным выбором того, что что-то надо делать, что проявлять какую-то активность, это тоже энергозатратно, это тоже ресурсы определенные. И я выбрал то, что нужно есть, гулять вдоль моря и спать. Все, больше ничего. Потому что мне казалось, что та некая усталость, и из-за того, что ты пытаешься быть тем, кем ты не являешься, соответствуя уровню ожидания других, она очень изматывает, и она не прошла. И такое бесследно для психики не проходит. Повторюсь еще раз, все нормально. Я просто делюсь своими мыслями. Вот. Ну, об этом, наверное, чуть дальше поговорим более подробно. Сейчас пока закат. Но это же потрясающий вид. Классно. Я, наверное, когда буду пересматривать потом эту запись, мне будет стыдно, как я выгляжу. Это один из комплексов, который я до сих пор перебарываю. Но мы ведь идем по пути, я иду по пути принятия и того, что есть, то есть, и очень много я не могу изменить. Не потому, что это безвыходная ситуация, а потому, что нужно научиться любить себя и принимать. Какие мысли? Потому что нужно любить себя и принимать. Небольшое эстетик-видео. Зашел в бургерную перекусить, проголодался. И бургер был очень крутым, большим, сочным, с большим количеством мяса. Прям вообще. И сижу с аппетитом его ем. И чувствую в какой-то момент вдруг с левой части под кофтой стало так влажно. Смотрю, оказывается, жир из бургера стекал все это время мне под рукав. Но я думаю, ну ладно, что уж. Посижу, доем, ничего критичного. И в какой-то момент устал есть, взял бургер, отложил на тарелку. Думаю, сейчас передохну. Но он, правда, был очень большим. И я так на него смотрю, у меня в какой-то момент слюна такая просто стекает. Неконтролируемо, я не знаю, ну бывает же такое. Ну скажите, что не только у меня одного. А сбоку зона приема заказов, и они на меня смотрят, как у меня слюна стекает. Я на них краем глаза смотрю. Вот. Неловкая ситуация. У меня дома кошка тоже есть черно-белая, но она музыку ненавидит. Только я заиграю, она убегает за 3-9 земель. Характер не музыкальный, значит. Да. А эта кошка, ну, она здесь, ее подбросили котенком, она так и выросла, вот под вагончиком она спит. И я только заиграл, и она пришла ко мне, терлась, и залезла в чемодан. А давно вы здесь играете с ней вместе? Да где-то полмесяца. Полмесяца? Так это немного. Да, ну, вот она, э, только, только если она здесь, она где-то там далеко, я Мгм. приду, только заиграл, и она бегит ко мне сразу. То есть, получается, она уже знает, что вы сюда придете, и она Да, да, да. вместе с вам компанию составляет. Да, она на музыку бегит. А моя домашняя кошка, у меня Нюша, это Эльза,
а у меня Нюша. Она только я чемодан заношу в комнату, все, она убегает уже. Она только я заиграю, она глаза вытаращила, хвост задрала и бегом убегать. Ну, не нравится ей что-то, значит. Да. Такое бывает, Сергей Юрьевич. А это наоборот. Наоборот, и прыгает, и тут бывало, что на ноге, я играю, она на ноге сидит. И аккордеон облизывает. Ну, хорошая прикольная кошка. Очень замечательная. Да. А не думали с собой ее забрать? Там у меня же есть кошка, они будут драться. Кошка с кошкой, они не уживут. Если был бы кот, может, как-нибудь ужились. Ну, да. У меня кот был, Барсик, соседский. Он приходил, она с ним играла все время. А кошка там живет. Кошка Мгм. ее бьет. А, И они дерутся часто. Так что я бы взял бы ее, конечно, если бы не было Нюши. А меня Нюша. Умная кошка. Она меня будет, за ноги хватает, по лицу лапой бьет. Пойдем за кормом. Соседний магазин круглосуточный. мгм. За кормом. И она показывает, какой ей корм взять. Умненькая. Та умная. И она за мной все время ходит, как собачонка. Да и это тоже ходит. Ну, не зря она вас выбрала. Партнеры, так Ну скажем. да, я ничего, все. Я хотел ее прогнать, а потом думаю, да что Да, я буду? Сергей Юрьевич, знаете, хорошее к хорошему притягивается. Да? Так что Ну, и там мне тоже коллега говорил, ты, наверное, хороший человек, что тебе кошки все притягиваются. я в этом даже не сомневаюсь, Сергей Юрьевич. А помните, я вам вчера говорил, что надо в режиме сохранения энергии есть, ходить на море и спать. Я что-то... Приехал на Красную Поляну в горы. Ща буду лазить по горам, как горный козел. В общем, как вы поняли, я приехал на Роту Хутор, чтобы подняться вон туда, на самую высь, и хотел снять красивые кадры для видео, чтобы вставить это потом в ролик. Но ничего не работает. Подготовка к зимнему сезону. Что поделать? Такое бывает. То, что не удалось забраться на самый верх, я компенсирую предновогодним настроением. Оно появилось после того, как я увидел красивейшую инсталляцию новогодней елки. Сейчас я вам покажу ее. Как вам? Ну вот чем не предновогоднее настроение? Потрясающе же.
Если говорить про личный год, который прошел, и сделать какой-то однозначный вывод, то он был нелегким. В принципе, как и у многих, хватает сложностей, как и предыдущие года. Везде есть свои взлеты и падения. Не скажу, что у меня были какие-то провалы катастрофические, но определенные переживания были. Так же, как и замечательный момент. За этот личный год я развелся. Такое бывает во взрослой жизни. Не думаю, что это как-то нужно объяснять. Просто как факт. Так бывает, что взрослые люди расходятся. Но в то же время я обрел определенные цели, к которым стремлюсь. Иногда мне, правда, кажется, что все это слишком призрачно, и, конечно же, этому нет никаких гарантий. Но путь появляется во время движения, верно? А все остальное нам никто ничего не гарантирует. Так же, как и тревожное будущее. Оно ведь тоже не гарантировано. Я, правда, не знаю, что будет в будущем, в моем личном будущем. Я сейчас про это, если вы не поняли. Но меня это, если честно, не особо пугает. Бывают моменты, когда просыпается некая тревожность. И если опираться на общепринятые ориентиры, те же самые «а как?», «а что?», «а где гарантии?». А нет гарантий. Это одновременно и замечательно, и пугает. Не до оцепенения, не до дрожи, не до какого-то страха. Просто своей неопределенностью. Но такова реальность. Смотреть неопределенность и двигаться по направлению к ней. Я думаю, что все будет замечательно. И это не из разряда токсичного позитива. Ну, знаете, да не парься, все будет хорошо. Просто все будет как будет. И свои плюсы в этом, так же, как и некие минусы, будут. Но из-за нашей природы человеческой, к адаптации, я все же думаю, что все будет хорошо. В общем, все будет как будет. А значит, будет замечательно. Берегите себя.